Вон мы практически подплыли. Как видите, больше желающих сфотографироваться с задней стороны. Эти два монитора, наверное, самые дорогие в мире. Это, наверное, единственная достопримечательность в Нью-Йорке, где люди не улыбаются, фотографируясь. Люди фотографируются на входе, потому что все мы помним Кевина. Мост еще популярен тем, что часто встречается в голливудских фильмах. Доброго времени суток! Сегодня мы в Нью-Йорке. 8 утра. Как видите по указателям, начинаем исследовать Нью-Йорк с ее главной достопримечательности — Статуи Свободы. Сегодня в этом видео мы покажем вам, как можно плодотворно провести день в Нью-Йорке, что можно увидеть за один день, чтобы оптимально составить график, воспользуясь услугами чата GPT, который нам составил расписание по часам, по удобной логистике. И мы идем исследовать нашу первую достопримечательность. Привет, Нью-Йорк! Итак, друзья, мы зашли в парк, подходим к порту, где корабль отвезет нас к Статуе Свободы. Билет стоит $25 50 центов. Можете приобрести заранее, можете купить на месте. Но учтите, что приобретая заранее, вы должны указать точное время, в которое вы приедете. Если вы опоздаете или планы поменяются, билет пропадет. Итак, прошли security check, довольно серьезный, не менее тщательный, чем в аэропорту. И сейчас идем на паром. Вон она, видна отсюда уже. Сейчас мы к тебе приплывем. Каждые 20 минут от порта Battery Park отправляется паром. Паром трехэтажный. Конечно же, мы забрались на самый верх. Здесь самый лучший вид. Погода отличная, сегодня повезло с погодой. Хотя утром был дождь, но сейчас вроде бы по прогнозу не обещает больше сегодня. Итак, за $25 вы получаете возможность посетить два острова. Один остров Статуи Свободы, второй остров Эллис. В эту цену не включен, правда, подъем на вершину Статуи Свободы. На сегодня билеты были распроданы, там места ограничены. Поэтому, если вы хотите обязательно посетить, подняться на самый верх Статуи Свободы, вам нужно бронировать билеты заранее. Практически подплыли.
Правда, подошли мы со спины. Сейчас будем обходить. На острове многолюдно. Открывается отличный вид на небоскребы. Чуть позже подойдем, полюбуемся. Найти пространство для фотографий сложно. Каждые метре друг от друга фоткаются туристы. Вот тот самый обещанный вид с берега острова. Смотрите на эту красоту. Вот он, весь Нью-Йорк. На острове также есть музей статуи свободы. Заходить туда, к сожалению, сейчас времени нет, потому что программа на день очень загруженная. Также на соседний остров, остров Элис, как я сказал, билет, купленный за $25, также охватывает посещение острова Элис. На острове Элис есть музей, как бы единственная достопримечательность острова. Это музей иммиграции. Музей иммиграции посвящен периоду переселения европейцев в Северную Америку. Там сохранены архивные материалы. Туда, к сожалению, мы тоже не попадем сегодня. Но если у вас будет больше времени провести в Нью-Йорке, рекомендую. По крайней мере, отзывы положительные о музее. Итак, плывем обратно в Баттери Парк. Следующая остановка Уолл-стрит. Итак, сойдя с парома, направляемся на Уолл-стрит. Идти пешком минут 10. ChatGPT построил маршрут таким образом, чтобы все точки нашего путешествия по Нью-Йорку были как бы удобны с точки зрения логистики. Поэтому рекомендую очень пользоваться. А вот и статуя. Charging Ball. Как видите, больше желающих сфотографироваться с задней стороны, нежели чем с передней. Вы только посмотрите на эту очередь. Проверим, какая очередь спереди. Да, очередь, конечно, впечатляет. Так что, если собираетесь сделать фотографию рядом с быком, планируйте как минимум минут 40 ждать в очереди. Так, с прогнозом погоды мы ошиблись, потому что пошел дождь внезапно. Вот и Уолл-стрит.
Так, наша следующая остановка Times Square. Если повезет, мы попытаемся купить билет на мюзикл сегодня. И сейчас идем к киоску, который продает билеты на сегодняшние мюзиклы с ощутимой скидкой. Потому что на официальном сайте билеты стоят дорого. Будем надеяться на то, что нам повезет. Ну и заодно наслаждаемся видом Times Square. Ребята, нам повезло. Я смог найти билет за полчаса до начала представления. Вот этот киоск ТК-ТС. Здесь продаются скидочные билеты за час, за полчаса до начала представления. Взял билет на Friends Musical. Исполнение еще одного желания. Посмотреть мюзикл на Бродвее. Вот и театр. Представлял я его себе, конечно, побольше. Но Бродвей полон театров, и нам попался маленький. Ждем начала. Да, к сожалению, мюзикл снимать не разрешили. Строго предупредили, чтобы не было никаких камер. Хоть зал небольшой, но представление понравилось. Очень весело, атмосферно. Добавила как бы нотку ностальгии. Если вы любитель сериала Friends, рекомендую посетить. Наверное, сложно придумать более дорогой рекламный канал. Может быть, даже в мире. Я про уличные мониторы. Эти два монитора, наверное, самые дорогие в мире. Уличные мониторы для размещения рекламы. Я не уверен в этом, но скорее всего так и есть. Вот самый центр Times Square. Друзья, наше очередное место — это памятник трагического события 9 сентября. Здесь стояли башни-близнецы. Сложно себе это представить, конечно. Но сейчас на этом месте построен фонтан, который сейчас не работает. Здесь по всему периметру памятника вы можете видеть имена трагически погибших в тот день людей. Это, наверное, единственная достопримечательность в Нью-Йорке, где люди не улыбаются, фотографируясь. Ощущается здесь какая-то энергетика.
Итак, наша следующая остановка — легендарный отель The Plaza. Чем он легендарен, я думаю, многие из вас знают или догадываются. Это тот самый отель, откуда выбегал мальчик, который без своей семьи случайно улетел в Нью-Йорк в легендарном фильме «Один дома два». Отель находится на углу Централ Парка. Сейчас мы сделаем быстрый обзор отеля и пойдем на недолгую прогулку в парк. Жаль, прямо перед отелем проводится какая-то стройка, все огорожено, поэтому сделать крупный план, крупный кадр отеля сложно. Будем снимать только вблизи. Вот и он. Знаменитый отель, знаменитые двери. Вы, наверное, помните. Я думаю, отель специально оставил все в неизменном виде. То есть они не меняют дизайн. По этой лестнице бежал мальчик. Садился в лимузин и уезжал. Люди фотографируются на входе. Потому что все мы помним Кевина. Итак, друзья, вышли с отеля, перешли дорогу. Вот отель, а вот парк. Проведем быстренький осмотр части парка, потому что на весь парк уйдет, наверное, целый день. Поэтому мы просто прочувствуем его атмосферу и продолжим исследовать другие достопримечательности. Это такой островок, оазис в центре самого шумного мегаполиса. Вокруг небоскребы, бизнес-центры. Скорее всего, люди на обеде после работы приходят сюда, чтобы побыть в тишине, расслабиться. Многие организовывают пикник, как вы можете видеть. В парке есть известный мост, который называется Gapstow Bridge. Его называют самым фотогеничным участком парка, поэтому направляемся туда, чтобы сделать несколько фотографий и продолжить путь. Только посмотрите на эту красоту. Вот этот самый мост виден вдалеке. Следующая остановка — центральный вокзал. The Central Station. И, наверное, ее тоже встречали в разных фильмах. Достаточно знаменитое место, которое во многих голливудских фильмах любят показывать, снимать. Вот сейчас мы выходим в общий зал. Да, это не просто вокзал, это произведение искусства. А вот знаменитые часы. Очередная достопримечательность. Приехали на метро, на станцию, названную в честь самой достопримечательности — Бруклин-Бридж. Вот он, Бруклинский мост. Мост огромный. Чтобы его перейти пешком, нужно приблизительно
45 минут. Но если вы пришли просто сделать несколько хороших снимков, и вам не нужно на другую сторону, достаточно дойти до середины. Говорят, что открывается очень красивый вид, что мы сейчас и проверим. На мосту двухсторонняя автомобильная дорога, отдельная дорога для велосипедистов и пешеходный путь, по которому мы идем. Мост построен был в 1883 году, ему более 140 лет. В день открытия его перешло 150 человек. Мост еще популярен тем, что часто встречается в голливудских фильмах. Несколько из них это «Годзилла», «Я легенда» с Уилл Смитом, «Секс в большом городе» и множество других. Вот смотрите, мы доходим до берега и открывается замечательный вид. Вот мы подошли к самому центру. Смотрите, какое сооружение. Объемы, конечно, поражают. Мощь ощутима. Вот можем отсюда и посмотреть на вид. Вот Манхэттен. Завершить день в Нью-Йорке решил также на Таймс-сквер, потому что днем и ночью здесь атмосфера абсолютно разная. Ночью здесь, хотя так же светло, как днем, но это что-то невообразимое. Город вообще не спит. Сейчас почти полночь. Сами видите. Все. Друзья, спасибо, что были с нами. Путешествуйте, наслаждайтесь жизнью. Этот мир стоит того, чтобы его увидеть. До свидания, до новых встреч.